Привет! Это видео не про Авдеевку и не про Пески. Это видео про украинскую журналистику и про то, что нельзя общаться с украинскими журналистами. Я серьезно говорю. С украинскими журналистами не общайтесь. Особенно люди, которые находятся там, где стреляют. Это опасно. Это просто опасно для жизни. И сейчас я это обосную. Пятый канал. Канал президента України. Ці дві мешканки приватного сектора, які не захотіли спілкуватися на камеру, скаржаться на війну і на нерозуміння столицею їхніх проблем. Не довіряють вони і українському телебаченню, бо воно, мовляв, показує все не так. Отметьте, что эти две жительницы Авдеевки на камеру разговаривать не захотели. Если они не захотели разговаривать на камеру, значит у них какая-то причина на то была. Но журналистка разводит их на разговор, а оператор аккуратненько с колена их снимает. Хоча у більшості осель Авдіївки дивляться російські або сепаратистські новини. Вам же совсем не то показывают. Вам совсем не то показывают. Мы не хотим, чтобы нас снимали. Конечно, я вас не снимаю. Расскажите. Нет, девочки вы мои, нет. Чтоб меня потом пришли и повесили, или моих детей. Но журналистка разводит их дальше. Давайте, ну скажите что-нибудь. Мне же сюжет снять надо. Ради Бога. А який же рік? А який? Ви тут поживите. Поживите тут. Ну, хтось одну загрожує, хтось когось не. Мы лишнее слово боимся сказать. Мы лишнее слово боимся сказать, вы говорите. Да. Потому что и телефоны прослушают, и все прослушают. И мы еще хотим пожить пока. Телефоны прослушивают. И в принципе Служба безопасности Украины не раз, не два и даже, наверное, не 10 косвенно подтверждала такие, что да, прослушиваем. Но это же понятно для борьбы с сепаратизмом. К слову, я думаю, что там сепаратистов полным-полно. Суть не в этом. Я сейчас говорю не о сепаратистах, я сейчас говорю о журналистке, которые прямым текстом говорят: мы боимся за себя, за свои семьи, за детей, за внуков. Журналистке плевать. И наши дети хотят, и родственники. Що показують у цих приватних оселях, стає зрозуміло після 5 хвилин розмови. В этих домах показывают каналы, ну явно не ТСН и явно не Пятый. А дать особый статус. Вот и все. Особый статус дать. А на якому основании? А на каком основании? Ну что вам говорить? Что вам говорить, если вы нас хоть не поймете? К слову, честная журналистка с Пятого канала не дает им даже высказать свою мысль. Вы видите, она обрезает их диалоги, а они что-то хотят ей объяснить, но чик-чик, и этого вам слушать не надо. Остается только фраза о том, что вы нас не поймете. Дальше она сама рассказывает, что живет целая семья там, и она только что ее подставила, эту целую семью. Нині тут, поблизу передової, мешкає ціла родина з маленькою дитиною. І щоночі вони переживають одне і те ж – масовані обстріли з окупованого Донецька чи Ясинуватої. Мы 3 раза выезжали. Походу они сдают еще и родственников этих сепаратисток, которые находятся в Константиновке. 3 раза выезжали. Кому мы нужны? К родственникам мы выезжали. В Константиновке мы снимали жилье. Ну и толку-то. Уже 3 года до чего. Ребенок с нами, внук с нами. Мы хотим жить в Украине. Как жили? Вот зачем? Мы же не ходили на Майдан. Зачем нас сейчас вот это стреляют? Зачем нас убивают? Зачем нас убивают? Мы Расстреляли же наши не были на дома. Майдане. Как величайшее преступление, эта журналистка говорит о том, что они не хотят верить в то, что война на Донбассе – дело рук московской верхушки. Но ведь это их право верить или не верить. Вы же не можете вдолбить, чтобы все верили в одно и то же. Майдан та російська армія – дві найбільш дратівливих теми для частини місцевих. Тих, хто не хоче вірити, що війна на Донбасі – справа рук російського керівництва. И вот уже журналистка, которая, как я понимаю, живет наравне с этими женщинами в Авдеевке, рассказывает про российские танки, которые стоят вон там. Майдан-то был в Украине, а Россия при чем? Вот когда... А кто там стоит? Вот российские танки. Женщины начинают спорить. Сепарши. Где? А где? Ну, Донецкая. Там ДНР. Где вы видели Откуда их? там российские? А ДНРовские. чем они стреляют? Так это Ну не то же они самое. То же самое, что эти с танками, что эти. Да. Мы же видим, посмотрите вон дорогу. Сколько прошло БТРов, сколько танков прошло. Мусор захищати свою землю. Мы же должны защищать свою землю. Она их пытается раскрутить, подлинно раскрутить. И, конечно, удачей для нее было бы, если бы они там закричали, там, Путин, приди, еще что-нибудь. Нет, они просто аргументированно с ней общаются. Они же не знают, что их пишут.
Вы где вы были? Были на блокпосту хоть на одном? Ми повертаємося з блокпоста, звідти з передової. Вот с этого? Да. А, ну это вы просто попали, то, что они стреляют. Вам просто удачненько, вы удачненько Конечно, попали. они донецких раздарконят, а потом те в отметку. Что делают в Авдеевке для того, чтобы вытряхнуть эти сепаратистские мысли из голов людей и, наконец-то, сделать людей как-то более патриотичными? Что-то ж делают, да? Говорят, делают. Військово-цивільній адміністрації Авдіївки постійно працюють над зміною настроїв населення. Да, видите, делают. Что они делают? Влаштовують відзначення державних свят, встановлюють патріотичні бікборди, проводять уроки патріотизму. Уроки патриотизма для 60-летних женщин. Бигборд, Авдеевка это Украина. Увидит вот такая женщина и сразу и сепаратистские мысли улетели сразу. Родину так полюбила. И тут же говорят, что не можем мы соревноваться с российской пропагандой. Ну а как вы можете соревноваться? Не может бигборд соревноваться с российской пропагандой. Не может урок патриотизма, люби родину или что. Как это вообще? О полезности любви к родине или что? Я не могу понять. Не может соревноваться с дорогой российской пропагандой. Это бред, это абсурд. Але змагатися з російським телебаченням та радянським минулим більшої частини Авдіївки, кажуть, дуже важко. Ну и вот уже представитель администрации Авдеевской рассказывает это не украинский язык, но он старается, да, при этом они прививают любовь к украинскому языку, к слову, да. Он рассказывает о том, что только там 12-13% видели, как живут в Европе. И как живут в Европе? Постоянно уроки патриотизма проводят? Или что? Или бигборды вывешивают? Там, допустим, Париж это Франция. Майже 13% нашого населення, за всього загального населення України, бачило, як живуть в Європі, в Америці і так далі, так далі. Вони не бачили цього, не знають, що це таке. И вот уже наши журналисты переносятся в Пески для того, чтобы подставить уже другого дядю, который живет в Песках. Вони не дивляться жодного телеканалу через відсутність електрики. Ну, тут казалось бы, значит пропаганда действовать не будет, если они не смотрят никакие вообще телеканалы. А как бы не так. І більшість часу проводять тут, у Пісках. Але російські міфи про мову та громадянську війну на Донбасі транслюють, наче з новин НТВ. Постойте, но ведь они не смотрят вообще никаких телеканалов. Откуда у них эти мифы могли взяться в голове? Может, они сами что-то видят? Ну, может же быть, что они сами что-то видят, не? В Донецьку моя донька живе, вона ні жодного російського не побачила солдата. Мабуть, я думаю, я майже впевнений, що там є ті, які вчать. Как и в украинской армии. Американцы есть у нас, поляки с самого начала были. И вот кому ему теперь верить? Вот девушке, которая приехала с 5 канала, или своей собственной дочери, которая проживает в Донецке? Вопрос. Я верю в то, что Украина воюет с Украиной. За час війни Преступное высказывание. Преступное высказывание. Нельзя так говорить. Нельзя. Дальше рассказывается просто, знаете, с болью рассказывает журналистка о том, что приезжали там волонтеры, там к нему все такое, но не получается. Не получается переубедить. щоб донести до них правду. Не вдалося. Одиночні поїздки до доньки в Донецьк дали більше результатів, ніж щоденна турбота армії. Не получается. Он почему-то верит тому, что видит сам. Одиночные эти поездки к дочери в Донецк. Запретить их может. Может запретить на самом деле, чтобы отрекся от дочери, смотрел ТСН постоянно, и тогда, может быть, у него что-то переломится в голове. Я не могу понять, на что они выводят. Но ведь если он сам что-то видит, да, но если он не видит, к примеру, что-то... Можно же в Бога верить, да, которого ты не видишь. Но верить во что-то, чего ты не видишь на земле, это как минимум странно. А здесь получается так, что вот Россия прямо вошла сюда, да если бы одна часть зашла, какая-нибудь вшивенькая там, или одна рота, так 600 человек, это строевая рота, да уже б Штаты давно были бы здесь. И с этой стороны уже бы были бы здесь, бы стояла рота американская. Что, не так? Заступник керівника У людей могут быть разные мысли, люди могут по-разному смотреть на мир, люди могут по-разному его воспринимать, люди могут верить во что-то или не верить. Но люди должны запомнить одно: нельзя общаться с украинскими телеканалами, а особенно там, где стреляют. Как там девушка начала? не довіряють вони і українському телебаченню, бо воно, мовляв, показує все не так. Теперь они украинскому телебачению будут доверять намного больше. Пока.